Аванес Айвазян родился 17 июля 1817 года в Феодосии в Таврической губернии Российской империи. Его отец Геворг Айвазян был армянским купцом, а мать Репсиме Айвазян была домохозяйкой. Переехав в Феодосию из Дунайских княжеств, ныне это современная территория Молдавии и Румынии, непривычное для русских имя Геворг отец заменил именем Константин, а фамилию стал записывать на польский манер, как Гайвазовский. Маленького Аванеса с детства тоже часто называли на русский лад Ваней. Иван рос талантливым ребенком. Он самостоятельно научился играть на скрипке и рано стал проявлять свой художественный талант, рисуя на стене отцовского дома фигуры бравых солдат. Способного мальчика заметил феодосийский архитектор Яков Кох, который был знаком с его отцом и бывал у них дома. Он взялся учить Ивана рисованию и позднее обратил внимание градоначальника Александра Казначеева на талантливого мальца. Тот, в свою очередь, не оставил юное дарование без внимания и помог 13-летнему сыну купца попасть в Симферопольскую гимназию. Во время учебы Иван проявлял успехи в изучении немецкого и французского языков, хорошо освоил дисциплины зоологии и черчения, но особо преподаватели отмечали его способности в области художественного искусства. Учителем рисования Ивана в то время был художник Иоганн Людвиг Гросс, который в 1833 году дал ему рекомендацию в Императорскую академию художеств. В возрасте 16 лет Иван приехал в Санкт-Петербург для учебы в пейзажном классе у великого русского пейзажиста Максима Воробьева. Во время обучения в академии ученики выполняли работы, за которые получали оценки, выставляли свои картины на академических выставках и получали отзывы критиков. По окончании курса картины выпускников на выставке получали медали. Так выглядела своеобразная защита дипломов. Будущий маринист особо отличился тем, что стал получать медали за свои картины еще во время студенчества. Через 2 года учебы Иван написал картины «Вид на взморье в окрестностях Петербурга» и «Этюд воздуха над морем», за которые получил серебряную медаль на академической выставке и был определен помощником к модному французскому маринисту Филиппу Таннеру. Одним из условий обучения у Таннера был запрет на самостоятельную художественную деятельность. Однако юный художник продолжал писать пейзажи и на осенней выставке Академии художеств 1836 года представил 5 картин. Выставку посетил сам Александр Сергеевич Пушкин, которому Гайвазовский был представлен как один из наиболее талантливых академистов. Его работы получили благожелательные отзывы критики, и Таннер, придя в ярость, пожаловался на непослушного ученика самому Николаю I. По распоряжению императора все картины юного дарования были сняты, а самому художнику запрещено было некоторое время участвовать в выставках. Художник был прощен лишь через полгода и определен в класс батальной живописи к профессору Александру Ивановичу Зауэрвейду для занятий морской военной живописью. Проучившись всего несколько месяцев, в сентябре 1837 года 20-летний Гайвазовский получил большую золотую медаль за картину «Штиль». Это была не просто престижная награда. Призерам полагалась стипендия и поездка в Европу за счет академии продолжительностью от 3 до 6 лет. Но Ивану необходимо было учиться еще 2 года. Ввиду особых успехов в учении было принято необычное для академии решение – выпустить Гайвазовского из академии на 2 года раньше положенного срока и отправить его на эти 2 года в Крым для самостоятельных работ. Преподаватели решили, что академия ему более ничего дать не может, а в родном Крыму художник мог больше времени посвятить практике. В 21 год художник отправился в Крым, где провел 2 лета. Он не только писал морские пейзажи, но и занимался батальной живописью. Наблюдая за военными действиями на побережье Черкесии, он сделал наброски для картины «Десант отряда в долине Субаши», которую позже приобрел Николай I. Покровительствуя молодому художнику, император высказал пожелание использовать его талант для службы государству, воспроизводя на полотнах подвиги российского флота. Такая вот пропагандистская работа была у придворных художников. В конце лета 1839 года художник вернулся в Санкт-Петербург, где получил аттестат об окончании академии. Год спустя Гайвазовский отправился на родину многих великих художников, в Италию, где выработал свою авторскую манеру написания картин. Он работал на открытом воздухе лишь короткие промежутки времени, а в мастерской восстанавливал пейзаж по памяти, оставляя широкий простор для импровизации. В этом же 1840 году, после многолетних раздумий, Иван решил изменить свою фамилию, сделав ее более благозвучной. Он убрал из нее первую букву «Г» и стал Айвазовским.
Осенью 1844 года в возрасте 27 лет Иван Айвазовский вернулся в Россию, где по приезду стал живописцем главного морского штаба с правом ношения мундира морского министерства. В 1848 году художник написал одну из своих самых известных картин в батальном жанре «Чесменский бой», которая должна была показать мощь императорского военного флота. На картине все изображено так живо и правдоподобно, будто художник присутствовал при сражении, хотя этот морской бой российских и турецких кораблей произошел аж в 1770 году, и Айвазовский к тому времени еще даже не родился. Но это не значит, что он вообще не видел сражений. Опыт работы художником военно-морского флота открывал ему доступ на все корабли, в том числе и во время реальных военных действий. В 31 год Айвазовский женился на Юлии Гревс, дочери английского врача, находившегося на службе в российских вооруженных силах. В браке у них родились 4 дочери. Жена предпочитала жить в Петербурге и не одобряла любви супруга к провинциальному Крыму и к путешествиям. В конце концов, спустя 12 лет брака, она бросила его и стала жить отдельно в столице. Правда, официальное прошение о разводе художник подал лишь спустя 17 лет, когда все дочери выросли и вышли замуж. В то время в Российской империи разводы не приветствовались. Это могло бросить тень на репутацию семьи, и найти хорошую партию своим дочерям знаменитому отцу было бы намного сложнее. В 1850 году Айвазовский написал свою самую известную картину «Девятый вал». Принято считать, что такие масштабные картины, а ее размер составляет 2 метра в высоту и 3 в ширину, создают долгие месяцы. Но Айвазовский был удивительно мастеровит и написал ее всего за 11 дней. «Девятый вал» купил Николай I для русской галереи Эрмитажа. Со временем она стала визитной карточкой Айвазовского и вошла в первую коллекцию Русского музея, открытого в 1898 году. В 1859 году художник написал картину «Осада Севастополя» и подарил ее Севастопольскому музею. Картина была написана под непосредственным впечатлением от посещения художником осажденного города. В 60-х годах художник совершил длительное путешествие по Кавказу и Закавказью, побывал в Осетии, Дагестане, Грузии и Армении. Был он и в Египте, посещение которого вдохновило его на написание картины «Великая пирамида в Гизе». В 1874 году художник совершил поездку в Константинополь, где его работы были представлены султану Абдул-Азизу, которому они так понравились, что он заказал 10 картин с видами Стамбула и Босфора. Между художником и султаном установились дружеские отношения, и в итоге Айвазовский вместо 10 написал для султана целых 30 картин. В 1882 году Айвазовский сочетался вторым браком с молодой вдовой Анной Саркисовой-Бурназян, с которой познакомился на похоронах ее мужа, известного феодосийского купца. Второй брак оказался для Ивана Константиновича счастливым. На тот момент маринисту было 65 лет, а Анне 25. Большая разница в возрасте не стала препятствием для счастливой и дружной супружеской жизни. Айвазовский обожал свою молодую жену и заботился о ней. Это прекрасное чувство стало источником его вдохновения. Утром 19 апреля 1900 года Айвазовский решил осуществить свое давнее желание – еще раз показать один из эпизодов освободительной борьбы греческих повстанцев с турками. В течение дня он почти закончил работу, но окончательное завершение полотна уставший художник отложил на завтрашний день. Он лег спать, но проснуться ему больше было не суждено. Внезапная смерть оборвала жизнь 82-летнего Ивана Айвазовского. Незаконченная картина «Взрыв турецкого корабля» так и осталась на мольберте в мастерской художника. Иван Константинович Айвазовский – всемирно известный художник-маринист, коллекционер и меценат. В нем органично сплелись огромный талант живописца, работоспособность подвижника и активный патриотизм. Его картины хранятся во многих странах мира, музеях и частных коллекциях. Крупнейшей является коллекция Феодосийской картинной галереи имени Ивана Константиновича Айвазовского, которая включает более 400 работ. Всего за свою жизнь им было написано около 6000 картин. Среди знаменитых художников-маринистов всех времен и народов сложно найти того, кому бы удалось точнее, чем Айвазовскому, передать величественную силу и притягательное очарование моря. Высокую оценку творчеству художника давали многие его современники, а художник Иван Николаевич Крамской писал: «Айвазовский, кто бы и что ни говорил, есть звезда первой величины. И не только у нас, а в истории искусства вообще».
Однако далеко не все из картин художника получали положительные отзывы у критиков. Его упрекали в повторяемости и излишней красочности сюжетов, на что художник отвечал: «Я нарочно повторяю сюжеты, чтобы исправить прежние, замеченные иногда только мной недостатки». В жизни Ивана Константиновича было много противоречий, которые не усложняли его жизнь, а делали ее оригинальной. Он общался с бомондом, но сам никогда не ездил на их вечеринки и не понимал богемный образ жизни. Любил дарить свои работы просто так, но в обыденной жизни слыл прагматичным человеком. Художник активно занимался делами малой родины и ее благоустройством. Он открыл в Феодосии школу искусств и картинную галерею, превратив южный провинциальный городок в один из центров живописи на юге Российской империи. Художник инициировал постройку городского концертного зала и заботился об устройстве в Феодосии библиотек. Этот величайший живописец XIX века оставил нам уникальное наследие. Полотна, способные привить любовь к морской стихии и страсть к путешествиям любому, даже тем, кто никогда не бывал на морских просторах. Это была история Ивана Айвазовского. Вы на канале Short History. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Будьте с нами.